Приветик! В этом видео я покажу весь бестиарий в Kaiju Paradise. Давайте сначала заглянем в бестиарий. Немного изменилась последовательность разных гутракситов, но на первом месте остается Кайджу. Или же Кайдзю, я плохо знаю, как это произносится. О, наконец добавили описание! Если хотите почитать, то можете поставить видео на паузу. А вариант информации к почти каждому существу на русском языке будет в конце видео. Следующий пушистик – Карнелин. В последнее время я стала чаще за них играть из-за огромной силы во время отключения электричества. Дальше идет Пантера, самый агрессивный фур. Мне очень нравится их способность видеть всех игроков на карте. Тогда получается хороший эффект неожиданности. А если они нападают группами, то коса не всегда может спасти. На очереди новый пушистик Фашуй. Кто не знал, этого мыльного фури можно получить во время события отключения электричества, если помыть руки с мылом. Кстати, раньше на месте этого пушистика был инжир. За этого пушистика я меньше всего играла. Кстати, у кроликов вроде тоже есть газовая аура, но почему-то этот газ не заражает людей, как у Ланга. Ко всем слизневым существам еще не добавили информацию, поэтому я быстренько пройдусь по ним. Еще один довольно новый пушистик – Синакс. Кстати, мне очень нравится смотреть на неоновых гутраксийцев во время события затемнения. Тогда сразу все становится не так мрачно, потому что тебя окружает хорошая компания пушистиков. Дальше идет всеми известная Окула, но про нее еще не написали информацию. Даже если бестиарий сильно увеличился, то все равно у многих пушистиков отсутствует информация. Зато у многих фурий была изменена информация. Может, там появятся какие-то новые детали? Заметно, что у Плантикса что-то сократили. Странно, я сюда раньше не нажимала, а здесь уже все написано. Опять требую информацию к пушистикам. Кстати, информация из бестиария может быть полезна для ролевых игр. Хотя я еще не участвовала ни в одной ролевой игре в Роблоксе. Ой, какие острые зубы! Почему это у лимонной акулы есть описание, а у обычной нету? О, новая фонарная акула! И тоже есть информация! Ура! Следующий пушистик – Ланг. Про него я уже рассказывала в прошлом видео про бестиарий. Еще один новый мыльный гутраксиец – Фейзао. Помню, когда только вышло обновление, то меня сразу встретило где-то около 8 таких фурий. И они все напрашивались на обнимашки. Дальше идет розовая акула. В последнее время она мне стала напоминать моего персонажа в Роблоксе из-за похожего розового цвета. Жаль, что к наушничкам еще не добавили информацию. На очереди Хази. Многим не нравятся обнимашки с фури, поэтому они часто надевают защитный костюм, чтобы стать Хази вместо другого пушистика. Кажется, у призрачной лисы тоже изменили информацию. Теперь идет один из моих любимых латексных – инжир. Кстати, внизу каждого текста вроде стоит, как стать этим фури. О мистере Фляпкинсе еще мало что известно. Стоп, почему у темного протогена обычный звук заражения? Просто у обычного совсем другой звук при тыканье. Ой, я думала, что его можно получить только во время отключения электричества. Ура, наконец вижу своего любимого пушистика Ката. Требую добавить к нему информацию. И еще один любимый пушистик – темная ведерко. Вкусная арбузная акула. Стоп, вы это видели? Мне оказалось, что арбузную акулу можно получить во время затемнения и отключения электричества. Это был весь бестиарий.
Теперь я покажу все эмоции гутраксийцев, которые мне удалось увидеть. А еще я наконец получил свою первую гитару! Теперь смогу устраивать вечеринки и концерты за человека. Или же за пушистика на VIP-сервере.
Еще я приглашаю вас на свой Discord сервер. Там каждую неделю проходят встречи в разных играх. А также бывают интересные опросы, подарочки, конкурсы и многое другое. Только нужно пройти верификацию, чтобы получить полный доступ к серверу. А теперь я расскажу о некоторых существах из бестиария. Кайджу – это гигантское ящероподобное существо, у которого на спине медленно растут кристаллы. Эти кристаллы могут различаться по размеру и расположению, но чаще всего их можно видеть на спине существа. Кайджу, как правило, нейтральны и являются территориальными существами. Эти выносливые существа атакуют только тогда, когда их провоцируют. Но если вы будете держаться на расстоянии, то они оставят вас в покое большую часть времени. Кристаллы в пещере на самом деле представляют собой сброшенные чешуйки, которые накапливаются со временем. Прикосновение к любой из этих чешуек может быть заразным, поэтому будьте осторожны. Кайджу любят проводить время в кристальных пещерах или возле воды. Даже если они не так часто плавают, то они показали, что очень подвижны в воде, но более агрессивны. Корнелин – это гутраксицы с красновато-розовыми кристаллическими рогами и наростами, покрывающими их тела. Они появляются только во время отключения электроэнергии, что может возникнуть в лаборатории спонтанно. Кристаллические наросты, покрывающие тела корнелинов, состоят из тех же элементов, что и более крупные кристаллы, прорастающие внутри пещеры. Однако внутренняя структура тела этих кошачьих гутраксийцев представляет собой что-то совершенно другое. Мышцы и кости представляют собой твердый, синий, но гибкий кристаллический материал, который кажется очень прочным. Этот искомый материал легче увидеть, разбив любой из этих кристаллов, растущих из их тела, особенно из их рогов. Порошкообразная кристаллическая пыль в их густом меху на шее почти так же загадочна, как и внутренний кристаллический материал, поскольку этот материал обладает необычными магнитными свойствами. Следите за кристаллами в пещере, когда происходит отключение электричества. Названные хранителями равновесия пещеры, пантеры – это дикие гутраксийцы, которые рыскают по лаборатории во время затемнения. Они используют свои длинные крючковатые когти и острые чувства, чтобы обыскивать пещеры, в которых они живут. И хватать любую несчастную жертву, которую они могут найти. Эти гутраксийцы невероятно проворны, у них развиты уникальные длинные конечности, позволяющие беспрепятственно передвигаться на 4 и на 2 лапах. Когда пантеры находятся в ярости, специальные кровеносные сосуды вокруг их глаз наполняются кровью, заставляя глаза светиться красным. А мех на их хвостах вздувается, становится острым и похожим на перо. Пантер довольно редко можно увидеть, но иногда они могут охотиться на слизневых щенят для пропитания. Как жестоко! Следите за кристаллами в пещере, когда происходит затемнение. Тесно связанные с физао, фашои – это белки-гутраксийцы с ярко-красным мехом. Они часто появляются рядом со своими родственниками, относясь к ним почти как старшие братья и сестры. Они используют тот же скользкий мыльный след, который также используют их родственники, чтобы застать преследователей врасплох, и они подскользнулись. Их чрезвычайно враждебное отношение к людям и хитрая тактика делают их настоящей угрозой для людей. Эти существа устраивают засады на людей, которые осмеливаются подойти к туалету и используют физао для выполнения своей грязной работы. Пожалуйста, воздержитесь от кражи мыла для рук в ванных комнатах, особенно во время отключения электроэнергии. Ядовитые кролики способны производить такой же удушающий, хотя и другой газ, чем у ланга. Эти гутраксийцы часто посещают пещеру с колоннами поддержки, где замкнутое пространство делает побег для ничего не подозревающих людей практически невозможным. Химическое вещество, которое они испускают, отличается от газа ланга в зоне с опасным газом.
Было установлено, что это плотный газообразный хлор, который вызывает у любого, кто его вдыхает, ощущение сильного болезненного жжения в глазах, а также трудности с дыханием. Остерегайтесь падающих химических баков. Обладая ослепительными биолюминесцентными узорами, Синакс использует свой мех, который производит уникальное химическое вещество. Оно похоже на жидкость светящейся палочки для освещения темных мест, в которых они блуждают во время затемнения. На удивление, эти существа агрессивны по отношению к другим гутраксийцам. Синаксы, как правило, держатся подальше от больших групп латексных существ. Но, кажется, им нравится компания слизневых щенят, и Синаксы помогают им ориентироваться по лаборатории с помощью своего свечения. Светящаяся химическая жидкость, которую производят их узоры на теле, похоже, не теряет своей яркости со временем, что делает ее очень интересной для исследований. Эти гутраксийцы, как правило, используют лабораторные халаты, лежащие вокруг, чтобы согреться в холодных и темных пещерах. И иногда они оставляют это светящееся химическое вещество, заражая любого, кто носит уже использованный халат. Будьте осторожны, надев лабораторные халаты во время затемнения, они могут быть заражены. Плантиксы – это похожие на растения гутраксийцы, которые ухаживают за садом в лаборатории Ламинакс. Маленькие розовые цветы, растущие из их голов, нежны и, кажется, действуют как их жизненная сила. Будьте осторожны, вдыхая запах некоторых цветов, растущих в саду. Лимонные акулы – это крупные акулы-гутраксийцы с уникальной двойной парой глаз. Лимонные акулы, по-видимому, являются результатом соединения лимона с обычной акулой. Эти гутраксийцы могут быть агрессивными и хорошо защищают других себе подобных. Они также имеют тенденцию образовывать группы с другими латексными. По-видимому, лимонные акулы наиболее активны при слабом освещении, поскольку их две высокоразвитые пары глаз позволяют им ясно видеть в этих условиях. Их тела содержат химическое вещество, очень похожее на лимонный сок. Попадание его в глаза может привести к слепоте и сильной боли. Не давайте акулам ломтики лимона. Обладая очень непостоянным характером, фонарные акулы используют свое свечение, чтобы заманить свою добычу навстречу неминуемой гибели. Эти гутраксийцы прячутся в затопленных помещениях лаборатории. Их биолюминесценция исходит от специальных фотофоров в их чешуе, которые излучают слабое сине-фиолетовое свечение. Эти существа склонны к жестокости, полностью впадая в ярость и абсолютно не контролируя свою агрессию. Они безжалостно уничтожают своих провокаторов. Избегайте любой ценой. Не следуйте за свечением в воде. Ланги – это напоминающие красных панд существа, у которых тела состоят из странного газообразного вещества. Ланги могут быть опасны в больших количествах. Газ, из которого они образуются и в основном состоят, ядовит и удушлив. А вдыхание газа в большом количестве и в течение слишком долгого времени может привести к летальному исходу. Хотя это может быть очень опасно, ланг имеет довольно послушный характер и предпочитает держаться вместе, если только его не раздражают. Старайтесь не задерживаться слишком долго возле неисправных газовых баллонов. Фейзао – это белкоподобные гутраксийцы с большими хвостами и мехом мятного цвета. Фейзао оставляют за собой мыльные следы, куда бы они ни пошли, заставляя любого, кто идет по ним, скользить и терять равновесие. Большинство из их вида послушны и не кажутся агрессивными. В основном они робки с людьми и предпочитают держаться подальше от конфликтов. Однако небольшие враждебные группы фейзао могут сформироваться, если будет обнаружено, что один из представителей их вида был убит.
Похоже, они ладят с другими гутраксийцами, которых можно найти там, где они появляются естественным образом, такими как мочи. Пожалуйста, воздержитесь от кражи мыла для рук в ванных комнатах. Спасибо. Призрачные лисы – это гутраксийцы, выглядящие как призрачные духи, блуждающие по лаборатории Ламинакс. Это робкие существа, которые склонны держаться подальше от света. Они используют свои полупрозрачные тела, чтобы спрятаться от людей, которые могут попытаться причинить им вред. Хотя в основном они являются газообразными, они способны излучать мощные разряды электричества и использовать их, чтобы парализовать тех, кого они хотят заразить. Однако они, кажется, боятся людей и, как правило, атакуют только в целях самообороны. Будьте осторожны с любыми электрошокерами, которые вы можете найти, и постарайтесь не уронить их в воду. Выглядящие как насекомые неопределенного вида, инжиры представляют собой насекомоподобных гутраксийцев, которые часто появляются в саду лаборатории Ламинакс. Несмотря на то, что они достаточно легкие, чтобы летать, делают они это нечасто и предпочитают передвигаться пешком. Вместо этого они используют свои крылья как способ общения. Они производят вибрации крыльями, чтобы сигнализировать другим инжирам о возможных угрозах. Не рекомендуется есть фрукты, падающие с дерева в центре сада. А на этом видео подходит к концу. Спасибо, что посмотрели!